Дорогие, родные, любимые. Сложно говорить в такой ситуации. Предсказания, как грохот грома, пророчества, как вспышки молнии. А что же будет потом, в будущем? И каким оно будет? Это будущее. И обращаюсь ко всем, у кого осталась хоть капля здравомыслия. Неважно, в какой стране вы живете, неважно, кто вы, президент или простой рабочий. Разум создает невидимые помехи, которые сложно устранить. Нужно просто слушать, наблюдать и делать выводы. Вдыхать правду познания, словно воздух, не смешивая это дыхание с чужеродными примесями. Не ищите затруднений на пути легкости. Просто распахните крылья и вспомните радость полета. Что может быть светлее и чище? Вы давно умеете летать меж времен, пространств и воплощений. Зачем же подрезать крылья собственным мыслям, веками связанным с этим бесконечным пространством, очарованным силой универсальной любви? Тонкая бахрома вопросов мягко убаюкивает любопытство памяти. На пути вечности нет препятствий. И сегодня мы собрались все вместе из разных стран и городов, чтобы поддержать каждого из вас в духе, чтобы помочь превозмочь этот непростой период и не растерять свет вашей души. В это непростое время, обусловленное и космическими влияниями, и общественными накопившимися проблемами, и кармическими долгами одного народа перед другим, каждый из нас, учась в разных классах эволюционной школы жизни, поступит так, как свойственно его мировосприятию. Но как бы вы ни действовали, хотелось бы порекомендовать вам соблюдать древние заветы наших предков, в соответствии с которыми они учили нас жить так, чтобы не делать другому того, чего не хотел бы, чтобы сделали тебе. И любые действия совершать по принципу «руки в труде, а ум в молитве». Даже если руки, держащие оружие, то если человек в уме держит молитву либо мантру, то он сделает меньше вреда и себе, и другим, и своей карме. Без молитвы он может ввергнуться в пучину зла. С молитвой он может пройти по лезвию бритвы, совершив действие, но навредив минимально. Так жили наши предки по заповедям родных богов. Так заповедовали жить и нам. Доброе утро. Золотой мой, сижу, реву. Я, наверное, ненормальная. Но у меня нету человеческих слов, что-то сказать людям в помощь, чтобы повысить вибрации. А ненормальная, потому что я вижу вот во всей этой ситуации благо. Ну, как бы это кощунственно не звучало, но для меня эта ситуация, только она могла развернуть всю Землю, все человечество к развитию. А как это написать, чтобы тебя поняли нормальные люди, или сказать это, я не знаю. Меня не все понимают и не все поймут. Но для меня вот сейчас то, что происходит на Украине, это просто мы, человеки, создали эту ситуацию своими мыслями, своими действиями и бездействиями. Это был огромный вселенский нарыв, который лопнул именно на Украине. Но я вижу это как благо. А как сказать людям, я не знаю. Правда, не знаю. Подскажи, что делать? Как это им донести? Я делаю медитации, я делаю практики гармонизации пространства. Я делаю все, чтобы облегчить участь людей на Украине, да и в России. Сколько матерей, сколько родственников в России страдают от того, что туда отправили своих сыновей. Но я правда не знаю, как сказать это человеком. Конечно, ситуация больная. У меня в Украине друзья, и вроде бы и в теме, и вроде и мы вместе занимались, и продвинутые. А, наверное, когда тебя эта боль касается, тут уже отключается все. И ум, и разум, и осознанность. Не осуждаю, но все пытаюсь хоть чем-то помочь. Я верю, что все будет хорошо.
Друзья, записываю это аудиосообщение, дабы кодами своего голоса поконкретнее донести ту информацию, которую хочет донести моя душа и мои высшие аспекты, с которыми я сотрудничаю в этом воплощении. Я еще раз взываю к осознанности, к великой форме проявления контакта со своим высшим я, со своими наставниками в этом воплощении, со своими ангелами, со своей душой и решать задачи вместе с ними в моменте здесь и сейчас, потому что если мы уберем все информационные носители и все гаджеты, которые нам подсовывает искусственный интеллект, и совершенно ничего не будем знать о том, что происходит вне периметра нашего здесь и сейчас у нас под носом, то мы не будем вовлечены с вами в эту манипулятивную фракцию, которую мы называем информационный фронт. Да, это фракция, это сегмент нашей жизни, но он уже становится с каждым днем более реальный даже, чем та жизнь сиюминутная в моменте здесь и сейчас, которую мы с вами должны проживать и ради которой, в общем-то, мы воплотились здесь. Искусственный интеллект создал все для того, чтобы захватить наше внимание, для того, чтобы взять под контроль нашу образность. И через нашу образность мы вливаем потоки своей веры в эти образы, которые создаем, верим в них и, соответственно, создаем тот мир, в котором нам приходится проживать. Очень тонкий момент, потому что мы с вами создаем этот мир через образность, через вектор внимания своего. И это нужно осознавать и понимать и контролировать именно вектор внимания своего, куда мы его вкладываем. И уж, конечно, выйти за пределы матричных предложений за войну, против войны. Нужно взлететь и за против, взлететь. Ни за и ни за против. Я выбираю совершенно другое. Я выбираю мир, в котором нет вообще этого конфликта. Ну, его просто нет, его просто не существует. И создавать образность отсутствия этого конфликта. И выбирать именно вот этот вариант, третий вариант, не дуальный. Мир единства, мир союза, мир, в котором нет границ между государствами. Да, это кажется вроде бы как какая-то футуристическая сказка, но именно сказки, именно образы, которые мы создаем, они и создают этот мир. Поэтому призываю к осознанности еще раз всех вас. Осознанность заключается в том, чтобы выйти за пределы предложенных вам выборов, предложенных матрицей, и создавать свои выборы, которые радикально разнятся и выходят за дуальную природу тех выборов, которые предлагает матричная игра. Обнимаю всех и каждого. Безусловной любви всем, терпения, осознанности, силы воли, ощущения своей индивидуальности, своей ценности в моменте здесь и сейчас, ценности того времени, которое есть у вас. И с большой любовью и уважением ко всем вам, Ольга Свищ. Ситуация непростая, ситуация сложная и совершенно бесполезно искать виноватых. Пришло новое время, а люди катастрофически не хотят и идти вперед и принимать вот эти вот высокие вибрации. В злобе, в обидах, в страхе, в поиске врага. Но вибрации, они же не изменятся. Пришло такое время, все, Земля настраивается именно на такие вибрации. И получается так, что людям приходится меняться. И вот две страны с мощнейшими источниками силы, когда вот светлым силам их нужно объединить, чтобы они были в унисон. Хотя темным им нужно, чтобы они разъединились. И вот поэтому, если внутри, в душе они тянутся друг к другу, то на уровне эмоций у них резкое противостояние. Определенные силы провоцируют этот конфликт, который им выгоден. Что сейчас происходит? Сейчас просто вскрывается вот этот гнойник, поскольку люди не хотят от него избавляться добровольно. Поэтому ждать больше нельзя. Ну, конечно, когда он скрывается, сначала там неприятное ощущение. Там идет лечение, там все такое вот. А потом гной вытекает. Все начинает зарастать. Вот на примере этого гнойника
Вот происходит эта война. Все, гнойник скрылся, и пойдет единение. Внутри у людей будет облегчение. Они через этот стресс смогут перейти, встать на путь по движению к новому пространству. Они были зажаты, реально. Они вообще никуда не двигались. Они все думали только, как выживать. А такой стресс и приводит к таким вот большим шагам. Если в планетарном смотреть масштабе, то это идет раскрытие творческого потенциала, раскрытие души. Поэтому там все закончится, там они договорятся, там как-то все это примирится. Главное, что люди ощутят вот этот свет внутри. Свет, что закончилась война, свет тяга к спокойной жизни, свет желания что-то изменить в себе и в своей стране. У них происходит поворот. Они начинают по-другому думать. Поэтому для нас на уровне человека это ужасно, а если посмотреть сверху, это нормально. Поскольку если смотреть свыше, там все по-другому. Там нет этого ужаса. Переходной момент человечества, он самый-самый такой взбалмошный, напряженный. Нужно быть готовым к тому, что как было, уже так не будет. И оставаться в норке, типа я кролик переживу как-нибудь, так тоже не получится. А люди этого боятся, они боятся неопределенности. Но мы победим, все будет хорошо, и мы войдем в новое пространство. Это я точно знаю. Все будет хорошо. Дорогие друзья, мы рады каждому из вас. Благодарим вас за комментарии и подписку. Будем жить, любить и творить во благо. Ведь мы вместе. Здравия вам и добра. Пусть Бог благословит вас и всех, кого вы любите.